Всем большой привет, меня зовут Лада и добро пожаловать на мой YouTube канал «Любимое дело». Совсем недавно на канале уже выходило видео о коряжках, где найти интересные коряжки и как и чем их можно обработать для последующего использования в плетении. Ну, например, в качестве ручек к корзинам или каких-то декоративных элементов. Кто еще не смотрел то видео о коряжках, я обязательно советую его к просмотру, там много всего полезного рассказываю. Я обещала показывать вам разные эксперименты с использованием этих коряжек в плетении, и вот в этом видео показываю, можно сказать, свой первый эксперимент с плетением, с оплетанием коряжки. Коряжка у меня здесь в виде вот такого трезубца. Мне показалась форма этой коряжки очень интересна. Из нее можно сделать такой небольшой мини-подносик. Эта коряжка полностью обработана. В видео о корешках я этот процесс показывала как раз. И готова к оплетанию. Трубочки у меня здесь ассорти. У меня много остатков трубочек осталось, поэтому я их очень активно в дело использую. Здесь остатки трубочек у меня покрашены разными водными морилками. И, конечно, эти трубочки у меня обработаны очень хорошо, чтобы они в плетении были пластичные, гибкие, обработаны лаком с водой. Также в отдельном видео я показывала этот процесс, обязательно смотрите. Все ссылки есть в описании под видео. И в этом кадре я начала оплетать эту коряжку. Здесь у коряжки уже есть так называемая ручка, и с нее я начинаю плетение. Я беру трубочку, закрепляю ее и делаю трубочкой обмотку. Как только длина трубочки заканчивается, я ее наращиваю на новую трубочку. Наращиваем мы с изнаночной стороны, чтобы с лицевой никаких мест наращивания не было видно. Делаю обмотку таким образом я до момента разветвления этой коряжки. То есть у нас здесь 3 веточки образовываются, и это наши 3 будущие стойки. Плету я обычным ситцем. Вообще здесь плетение достаточно легкое. То есть вот эти 3 веточки, они у нас служат стойками, мы их оплетаем, и они достаточно твердые. То есть они никуда у вас не убегут, не изменят свою форму в процессе плетения. Это очень-очень удобно. Поэтому процесс плетения идет достаточно легко. Единственное, что я на боковых стойках добавляю дополнительные витки для того, чтобы уравнять по высоте ряды плетеные. Ну а затем я эти дополнительные витки добавлю уже и на серединной стойке веточки. Может, вам попадется какая-нибудь такая интересная коряжка, что на ней необходимо добавить укороченные ряды. Такое тоже может быть. Видео по укороченным рядам у меня уже выходило, оно на канале есть. Я обязательно ссылку в описании оставлю. Возможно, вам будет интересно и пригодится. На боковых стойках веточках я делаю дополнительные витки через каждые 4 ряда, а на серединной веточке я делаю дополнительные витки через каждые 3 ряда. И когда я уже дохожу до середины оплетания этой коряжки, здесь у нас расстояние между веточками-стойками увеличивается, а в последующем оно уже будет таким большеватым. Здесь, конечно, я немножечко подзамучилась с наращиванием трубочек. Трубочки, они у меня не совсем короткие, ну и, конечно, не длинные, 35 сантиметров каждая трубочка, но тем не менее, здесь, конечно, наращивания очень-очень много было, потому что длины трубочки не хватало даже на полноценных 2 ряда, и практически через каждый ряд мне нужно было наращивать эти трубочки. Вообще в этом ничего страшного такого нет. Единственное, что кому не нравится сам процесс наращивания трубочек, тому придется не очень сладко. Но у меня уже выходило на канале видео по наращиванию трубочек, и с этим видео многие научились наращивать трубочки идеально и с лицевой стороны, и с изнаночной, поэтому я советую то видео посмотреть. Ссылка в описании под этим видео есть. Поэтому, кто еще не смотрел то видео про наращивание, вы многое упускаете, обязательно посмотрите. Это прям один из самых необходимых уроков, которые стоит изучить в начале изучения плетения из газет.
Ну вот и подошел к концу процесса плетания этой коряжки. Сейчас я делаю последний виток на серединной веточке стойки и убираю рабочую трубочку внутрь соседней стоечки. Вот что у меня получилось. Сейчас эту плетеную штукенцию я покрываю лаком. Ну, коряжка у меня уже покрыта лаком, поэтому я больше покрываю вот эту плетеную часть. Здесь я использую лактекс для саун, он очень хорош для этих целей, он не выделяет вредных каких-то испарений, он на водной основе, практически не имеет запаха. Им покрываю большинство моих плетеных изделий, которые используются в быту. И если у вас вот этот плетеный подносик будет использоваться для пищевых продуктов, и вы, например, на него будете выкладывать овощи, фрукты, орешки, то советую лаки, которые специально для этих целей подходят. Ну, например, вот есть лак Pinatex, там на нем даже есть пометка, что используется для тех изделий, которые контактируют с пищевыми продуктами. Я в свое время изучала вопрос про безопасность лаков на водной основе. Мне на одном форуме в интернете ответили, что практически все лаки на водной основе, они безопасны, если они глянцевые или полуглянцевые. Матовые лаки, они имеют специфичные добавки в своем составе и не всегда могут быть безопасны при контакте с пищевыми продуктами, поэтому на это тоже нужно обратить внимание. Вот что у меня вышло, то ли подносик, то ли подставочка, в общем, интересная штукенция у меня получилась. Как вы думаете, обязательно пишите свое мнение в комментариях, для чего можно использовать эту штукенцию. Ну, в качестве подставки, например, под аромасвечи какие-нибудь, почему бы и нет. Либо в качестве подносика можно положить сюда печенюшки, конфетки всякие, сухофрукты, пирожки даже или суши. Я вот жалею, что коряжка у меня маленького размера, потому что если бы она была больше, то, естественно, на эту подставку можно было бы положить много чего. А так вот, как-то так. В любом случае, я очень надеюсь, что это видео и идея вам понравились. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение, жмите на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, тогда будете в курсе выхода новых полезных, интересных видео по плетению. Желаю вам счастья, легкого плетения и вдохновения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!